Всем привет, новый рейс, 5 дней дома был. Вот, приехал забирать очередную тачку, только загрузил, и у меня начались проблемы, вот так, наверное, лучше сказать. Вот, масло вытекает, это одна лужа, вот тут вторая, и там вот третья. Это гидравлическое масло, и если вытечет, то, соответственно, я не смогу ничего поднять. Возвращаюсь назад на ярд, так что мой выезд откладывается, скорее всего, на завтра. Я надеюсь, что я завтра смогу выехать. Вот, дождался очередную тачку, наконец-то. Должен ее был еще забрать в субботу, но так как трак поломался, я не смог ее... не успевал заехать. В воскресенье они закрыты были. Вот я с воскресенья ее жду. Конечно же, она не заводится. Никто мне об этом не сказал. Вот, сейчас попробуем дать ей буста немного. И будем грузиться. И нашли, наконец, тоже последнюю машину, 9-ю. Она будет в Вирджинии. Идет в Халландейл, в Майами. На этом аукционе все продумано максимально не для людей. Вот это главный заезд, соответственно, он перекрыт вот белым доджем. И там двухстороннее движение по одной линии. То есть у меня здесь, я не могу сюда завернуть, потому что и этот додж стоит. И там никого нет, это типа охранник. Вот. На дороге я стоять не могу, потому что, говорю, одна линия там. Как-то все так не продумано, поэтому я заехал на другой заезд, но он типа выезд. Хорошо, что работник нормально он меня пустил, я развернулся там и как бы заехал норм. Но вот такие вот нюансы в этой работе, они потихонечку как бы покусывают психику мою. Одна из причин, почему не хочется вот машины покупать на аукционе, хотя это не Копарт и не Ай-яй-яй, тоже битые тачки, но это CarMax аукцион. Вот, допустим, Мазерати стоит, ее припарковывали, когда я был на ярде, просто носится, как будто бы полностью накачанные колеса, но они вообще не накачаны, именно это колесо. И вот посмотрите, диск здесь уже погнут, они просто носятся, и все машины, которые я видел, это, капец. Даже по этой причине просто не хочется покупать, как к ним относятся, просто как к куску железа. И, соответственно, на фотографии, возможно, вы этого и не увидите. Поэтому задумайтесь в очередной раз, стоит ли покупать на аукционе тачку или нет. Моя тачка так и не заводится. Приехал механик, что-то поковырял предохранители. И пока на этом все закончилось. Не знаю, сколько я здесь времени проведу, но хотелось бы все равно эту тачку забрать, потому что понимаю, что опять начнутся поиски, и это будет долго. И... вот так вот. В общем, не лучшая ситуация на рынке сейчас. Я вам скажу, когда я начал работать, это июль был, заработок был около 5. В последнем рейсе я заработал 3,5. При том, что у меня рейс был больше 2 недель. А первый рейс у меня были 11-12 дней. Вот, так что вот примерно вот такая вот ситуация сейчас. И плюс второй раз мне уже брокер звонит за последние пару недель. Жалуются на диспетчера. Вот, у меня есть даже аудио от первого брокера, который записал их разговор. Но это кошмар, если честно. С такими разговорами я рад, что у меня хоть 7 машин есть на прицепе уже. Вот, потому что с такими разговорами вообще бизнес никто не делает. Возвращаемся к работе. Вот вчерашнюю Subaru я так и не забрал. Толкали всем ярдом, а в итоге мы ее завели, но она глохнет, и как только выключаешь зажигание, она не заводится, то есть ее приходится опять толкать. Соответственно, я ее не брал, потому что один в дороге я это делать не буду. Это первое. В общем, потратил кучу времени там. В итоге мне дали вон тот вот Mercedes и Wrangler. Насчет Wrangler, опять же, лучше всегда забирать, когда светло. Я забирал, уже солнце зашло, и я не видел, что здесь разбито лобовое стекло. То есть вот 1, 2 и 3.
Я этого не видел и не знаю, кто это сделал, я или нет. Как будет время, пересмотрю фотографии. Я пытался что-то сфотографировать, но, возможно, и надеюсь, что это будет там видно. Следующий нюанс по этой работе. Почему надоел этот кипиш? Смотрите, я 4 машины забрал на ярде, и по закону подлости мне их нужно отдавать первыми. То есть сейчас в дороге мне пришлось разгрузить 7 тачек. Те верхние я тоже снял, переставил. Вот у меня Ford идет последний, это тоже идет предпоследняя, соответственно. И вот мне нужно это сейчас все будет расставить заново, чтобы по порядку раздавать. И еще один момент, следующий момент, в том, что первый раз я столкнулся, что у меня общий вес 85 тысяч. Разрешено только 80. Как бы я сейчас машины не расставил, у меня все равно будет 85. Вот. Но так как у меня перевес, в любом случае я буду ставить так, как мне удобно. И вопрос в том, что мне пришлось объезжать одну весовую станцию. То есть на первой я остановился, мне дали штраф $400 за перевес. За каждый паунд 7 центов. А вышло 392 или что-то такое. Идет на компанию, это не идет на водителя. Этот трак, если что, не мой, я его не забираю. Одну станцию я объезжал. Круг сделал где-то около 120-140 миль. Тут до Флориды ехать рукой подать, и вот приходится вот этим заниматься. И сейчас я тоже заехал на весовую, но слава богу, что там было просто так мимо проезжает. Они смотрят больше, скорее всего, на стикеры, на инспекцию, и поэтому никто ничего не сделал. Так как сейчас 2 часа дня, очень много парковки, я нашел самую большую парковку, которая у меня по дороге, и решил вот этим всем заняться. Хочу расставить тачки, сходить наконец-то в душ, нормально покушать и выдвигаться дальше. Вот такая вот Tesla Model S. Модель S. Первый раз я вижу с таким рулем. Я видел на картинках, но никогда не приходилось мне водить такой автомобиль. Такой вот руль. Не особо он удобный. И когда хозяйка тачку отдала мне, я думал, блин, как на ней ездить? Где коробка передач? Где она? Где? Она оказывается вот здесь. То есть вы назад двигаете, она назад едет. Вперед, вперед. Вот парковка. Вот. Эта машина идет с севера. Она идет на юг, во Флориду. Таких людей называют, которые приезжают на зимовку во Флориду, называют зимние птицы. Типа перелетные птицы. И вот они перевозят, вот у них единственный багаж под полотенцем укутанный. Скажите мне в комментариях, какой вариант, что они могут перевозить по этой форме, что может быть похоже. С холода люди едут в лето, и это пенсионеры. Что люди делают на пенсии во Флориде? Ваши варианты ответов в комментарии, пожалуйста. Не знаю, запись не очень, но вот здесь отдавал машину, приехал, оставил вон тачку возле охранника. Эта женщина, в общем, стоит вот здесь, возле желтых этих штучек. И я говорю, слушай, я подъехал к дому. Она говорит, нет, ты не здесь. Я говорю, да, я здесь. У охранника спрашиваю, адрес тот? Он, да, тот. Я говорю, название комплекса тот. Да, вот стою. Я говорю, я стою возле охранника. Она стоит вот здесь и ищет меня, короче, не видит. Я говорю, я возле охранника прямо стою. Ну, бля, подойди. Я говорю, развернись. Ну, она, короче, бухая. И в итоге что-то не до конца понимает. Вот, да, в пригороде Майами. Круто, ребята вон теннис играют. А я вот езжу по этим закоулкам. Здесь, блядь, деревья, просто низкие деревья. И здесь невозможно ездить. И она говорит, вот, а где твой трак? Что ты на траке не приехал? Я говорю, я не могу на траке приехать сюда. Нет, а где твой трак? Я говорю, ну там стоит. А что ты не приехал на траке? Я говорю, я не могу приехать на траке. Потом опять, а где твой трак? Ну вот такая вот хрень. Я вообще изначально ее просил встретиться
ближе к трассе. Ну, она, короче, сказала «да». Ну, это мой диспетчер с ней разговаривал, я с ней не разговаривал. Мой диспетчер сказал, что да, она приедет на Uber. Я говорю, я Uber оплачу, все такое. Здесь просто реально сложно ездить. И она говорит, да, проходит полчаса, час нету. В итоге звонит мне жена босса и говорит, что там такое, бла-бла-бла. Она, короче, позвонила в компанию, в главную брокеру и говорит, типа, вот они не хотят ко мне ехать и бла-бла-бла. Короче, грозилась, и в итоге мне говорят, типа, едь. Ну, соответственно, я всех слушать не буду. И сюда я не поехал по одной причине, потому что, опять же, вот ветки. Во Флориде, я не знаю, кто знаком, как ездит во Флориде, здесь, блядь, ни поворотников, ни светов, ни света, нифига не включают люди. Но большинство таких. Жду очередного клиента. Брэдентон, Сарасота, Area. Всем по приветику. Вот, машину я привез в 2 часа дня. Я ее здесь оставил. Он говорит, я не могу, буду, короче, на работе до 4:30. Чтобы здесь не ждать, я поехал дальше в сторону Тампы. Это час езды на север. И там оставил трак. Здесь, короче, у меня такая комбинация. Папу забрал здесь. Загрузили нашу тачку на прицеп. Поехали, прокатились с ним. Он посмотрел, как работа выглядит изнутри, так сказать. И все, вот вернулись мы на эту точку. Как я и сказал, трак в Тампе. Папа здесь. Вот тачка здесь, а клиента нет. 7:30 вечера. Он говорит, еду. И сегодня я приехал в Орландо. 6 машин у меня с аукциона. 5 машин я забрал. 2 Range Rover, Mazda, Бэха и вот такой вот Silverado. И вон стоит Subaru красная. Она тоже на том же аукционе, просто с другой стороны пришлось отъехать. Вот, так как у меня было 6 машин, я решил использовать сервис, который выгоняет машины. Ну, я им дал только 2, потому что на тот момент у меня не было никакой информации по этим машинам. Такая вот у нас Subaru идет. Стопудово на ручке будет. Да, похоже, что... Да, STI-ка идет с Verum. Verum — это тоже большая компания, типа CarMax, Carfax. Carfax нет, CarMax. Carfax это просто... Хотя они, наверное, тоже тачки продают. Вот. Да, на ручке. Да, это не замш, это просто тряпка. Вот здесь кожа. Довольно аккуратный салон. Ничего прям такого необычного. Но вот эти красные вставки, было бы круто, если бы они просто были черные, вот этого шва красного не было. Не понимаю, для чего они это делают. Но вот здесь вот прикольно такие прокладки есть резиновые. Как бы ничего такого, но уже прикольно. Не чистая пластмасса. Вот, ребят, только выехал с Флориды и взорвалось колесо. Давно этого не было у меня. Сейчас вам покажу. Смотрю с колесом. Мало чего осталось. Время ожидания 2 часа. Не вижу смысла что-то сейчас дальше искать. Не думаю, что где-то быстрее это будет. А так все вроде норм. Колесо, запаска у меня есть. И будем выдвигаться дальше. Незапланированная остановка на самом деле. Просто сейчас потрачу дневное время и придется ехать ночью. Потому что вот эти 2 машины, которые наверху, они уже с опозданием. Я на 3 дня позже их забрал, соответственно, привезу также еще дольше, потому что у меня был рестарт. 1,5 дня я сейчас здесь, и непонятно еще, короче, долго ехать, 1800 миль. Вот, сейчас пойду посмотрю, что есть у нас покушать.
Есть домашняя колбаса папина дома. Ой, дома, говорю, в холодильнике лежит. Но ее можно оставить на потом. Сейчас посмотрим, что здесь. Вон Арбис есть. Только разговаривали за гамбургеры и говорят, что гамбургеры — это национальная американская еда. Обидно это слышать, но возможно, так есть на самом деле. Женщина, которая за прилавком типа сидит в мастерской, сказала: 2 часа подожди, и мы тебя примем. Уже прошло 2,5 часа. И мне так никто и не звонил, я уже хотел пару раз. Там как те же траки стояли 2 часа назад, так они и стоят. Вот. Как всегда, проблема с механиками. Никто то ли не хочет работать, то ли работает на себя. В какую мастерскую я не заеду, или 1, или 2 механика, больше вообще никого нет. Вот. Так что, да, это очередная причина, видите, как выходит. Вроде собирался ехать, и вот вроде не такая большая поломка, просто, колесо поменять. И все, кто рядом, вот Спидка есть, сеть, они уже закрываются в 6 часов. И все-таки раньше я им звонил, они говорят: мы заняты и не можем ничего с этим сделать. Сорян. Вот такой бардак на TA. TA — это трак-стоп. Сервисная остановка для траков. Здесь парковка, сервис, покушать там можно. Вот на улице. В общем, прошло 5 часов. Начали заниматься колесом. Увидели, что у меня автовоз. И говорят, типа: мы не можем тебе масло поменять, потому что боимся, что вдруг поцарапаются машины, если будешь в бэй заезжать. Бэй достаточно высокий. Сейчас покажу. Ну вот стандартный бэй. И не захотели они менять. Я думаю, потому что типа мало механиков. Короче, ладно, пофиг. Поменяю в пути, в дороге где-нибудь. Не хочется лишний раз останавливаться, но буду ехать прозванивать компании, чтобы не было очереди. Возможно, завтра воскресенье. Вот здесь рядом есть мастерская, меняют масло, но они 8 часов открываются. И так как я сегодня целый день простоял, в любом случае я хочу пораньше выехать. Сейчас не знаю, ехать, не ехать. Время уже заканчивается для вождения. Можно, в принципе, проехать типа в личном использовании, но посмотрим. Вот все, что осталось от колеса. Видно, оно начало расслаиваться, и в итоге на что-то наехал. Да любой камень уже попадает и все разрывает. Чувак час искал домкрат, потому что этот домкрат высокий, он не залазил. Потом он нашел тот тоже не работает, этот не работает, красный этот тоже не работает. В итоге вот нашел этот. Ну блин, ладно, не час, но минут 40 он искал только домкрат и не мог его понять. В общем, TA на границе Флориды и Джорджии. Автовозы не заезжайте, это так все долго будет. И люди, видно, не приспособлены для этого. По крайней мере, мастерская. Вот не хотят они мне вовнутрь пускать, чтобы масло поменять. Хотя я по высоте такой же, вот как обычная фура грузовая. Странно, ну ладно. Остановился в Канзасе покушать, сходить в душ. В Канзасе теплее, чем в Филадельфии. 13 градусов сейчас. Тачки все на месте, это радует. Завтра уже будет разгрузка. Вот на этом пикапе постоянно ремень спадает. Уже 3-й раз затянул. Пока держится. Шикарная обстановка, пустая парковка. Людей на остановке практически нет. Зашел поесть, там 2 человека сидит. Добрался до Денвера. Вот первая моя разгрузка. Субарик уходит. Игрушка какая, она реально крутая. Слышал, что они не очень практичные, но тем не менее выглядит круто. На улице -2.
такая необычная погода. После Флориды 26 в -2. Сегодня проснулся из-за того, что печка перестала греть. Стало так холодно. И, слава богу, заработала наконец-то. Всем привет! Хочу рассказать о следующем нюансе по поводу этой работы. Это люди, клиенты. Я сегодня приехал в Денвер с утра, раздал 9 машин, одну забрал. И остальные клиенты не хотят сегодня встречаться. Один хочет только в четверг, сегодня вторник, второй хочет только завтра. Я говорю, ну давай по времени договоримся. Он говорит, я тебе с утра позвоню. Ну, короче, он бухой. Ему вообще пофиг на эти машины, и вот так вот. Об этом, соответственно, мне никто не говорил, что какая-то в четверг будет, какая-то будет в среду. Вот, так что вот такие вот нюансы. И я, в принципе, освободился около часа. И что делать? Снял гостиницу, буду здесь, буду отдыхать. Единственная гостиница, которую я нашел с парковкой для траков, которая бесплатная, потому что предыдущий я звонил, $50 за парковку трака плюс сам номер. Вот, заехал на тракстап. Там вообще места нет. Места нет. Все отдыхают уже, хотя был час дня. Так что вот, идеальное место и ночлег, и под боком трак стоит. Так что вот такие вот дела, ребят. Доброе утро всем. Вот, трейлер оказался первый раз в снеге в этом году. Но уже вот потихонечку тает. Классная погода, супер. Вот, ситуация на рынке такая, что машин нет, а уже 13 декабря. А по плану я должен был ехать еще во Флориду. Потом во Флориде разгружаться, собираться и ехать в сторону Филадельфии. И там встречать Новый год, Рождество. И вот сегодня 13 число, я до сих пор в Колорадо с одной машиной. Поэтому я не представляю, как это все будет выглядеть. В Денвере столько снега не было. Спустился вроде бы на юг. Час езды, около 70 миль. И вот снег, все заснеженное. Вот забираем Nissan Murano 2010 года. Окно открытое, всем пофиг. Короче, нужно будет очистить от снега и выдвигаться дальше. Приехал клиент, наконец-то. Среди дороги невозможно стоять. Не очень комфортно. В таком районе приходится отдавать тачку. О, люди живут прямо под мостом. И все стекает вниз. Все удобства прямо на месте. Ну вот, возвращаемся к аукциону, о чем я говорил, что похуй. Человеку вообще без разницы. Попробовал бы накачать или что-нибудь. Вот эту Сиену я искал, и я ее нашел. 0491. Моя. Как мне ее лучше выгнать? Наверное, Шевик сначала. Да, как раз я его здесь поставлю сейчас. У меня будет 2 Сиены в этот раз. Сейчас посмотрим, что это Тахо. Он свой стиль не меняет, все одно и то же. Тачка держит цену свою. В общем, ехал я сюда 40 минут, полчаса здесь, выгнал тачку, она не едет.
хана коробки. Просто газует и еле двигается. Я не уверен, что она даже на рампу заедет. К сожалению, осталась она тут же и стоять. Так хотелось ее забрать. Максимально выжимал из нее, но она уже начала дымить. И все. Теперь придется ждать, пока найдут следующую машину. Хотя у меня есть что еще забирать. У меня есть клиент, он в 7 милях отсюда. Сюда он ехать не хочет, работает он до вечера. А до вечера я тоже ждать не хочу, поэтому, скорее всего, сейчас возьму Uber и поеду туда и доеду на его тачке сюда обратно, пока здесь есть нормальная парковка. И один чувак, который в Майами, он привезет машину на мой ночлег, короче, где я буду оставаться. Там платная парковка, я уже не хочу никуда двигаться дальше. Я бы поехал дальше, но тот чувак с Майами, он не готов тоже до вечера. Говорит, вечером, типа, подожди до вечера, но я тачку к тебе привезу, типа, в любое место. Я говорю, окей, давай так. Так и порешали. История Лансера этого. Привез его в Мэриленд. Чувак хочет его перекрасить в другой цвет. Какая, в общем, история в том, что ему загадали $10 тысяч. 10 тысяч долларов за перекраску тачки. И вот он ее пригнал в Мэриленд. У него здесь чувак занимается покраской. Говорит, я тебе ее типа за 4 покрашу. Ну, 10 для меня это вообще космос какой-то. А 4 тоже много. Я думал, это намного дешевле все стоит. Как вы думаете, сколько покраска стоит в Штатах? Кто здесь живет, кто этим занимается? 4 тысячи это немного для перекраски. Тем более я слышал, что никто никогда не был доволен перекраской машины. Никогда. Ребят, что хотел добавить в конце. Слушайте, я ухожу с работы по определенным причинам, потому что мой заработок кардинально упал на 30-35%. Мои поездки растянулись с 11-12 дней до 16-18. То есть проделывая ту же работу, просто еще плюс вот эти 4-5 дней ожидания, непонятно чего. То едет, то не едет, то машина заводится, то не заводится, то клиент может, то не хочет. Ну вот такие вот нюансы. И опять же, все упирается в цены. То есть вы делаете ту же работу, но получаете за это намного меньше. Поэтому, да, это две причины. Третья, то, что зима идет, не хочется особо в зиму ездить. Ну и четвертое, в принципе, у меня был изначально такой план, что поработать здесь 5-6 месяцев. В принципе, вот так вот. Но еще такая ситуация, что очень много приезжает людей, и очень много людей, которые прям вот мечтают об этой работе, и они готовы работать на любых условиях. Тем самым они делают огромный демпинг этому бизнесу. Этот бизнес уже не изначально, но за последнее время он настолько изнасилован, что его продолжают насиловать, и все хуже и хуже становится. Тоже даже там сервис какой-то. Вы заезжаете в сервис, там огромная мастерская, там, допустим, там 6-7 гаражей, там 3, 4, 5. Но работают, как обычно, один механик или два механика. И они то же самое. Никуда не спешат, они работают по часовой, по сделке, поэтому каждые нюансы, даже вот питание, общепит, все это как бы становится хуже. Недавно смотрел, кстати, одного блогера, он рассказывал за перевозки на пикапе, автоперевозки. И он говорил, что нанимают новых людей, но обязательное условие, чтобы человек был готов работать 24 часа в сутки, 8 дней в неделю. И тогда, соответственно, возможно будет зарабатывать какие-то суммы, которых то, что рассказывают, я проехал 200 миль, там, и машину привез там за $600, мне в это трудно поверить, потому что я с этим никогда не сталкивался. У меня
за 2500 миль, может быть, $600 получит компания, да, но не забывайте, что водитель получает только определенный процент. В моем случае это 30%. То есть, если машина и шла там за $300, я получу только там 90. Даже меньше. Вот, так что такой вот расклад в ситуации в перевозках, поэтому что скажу от себя лично, в автоперевозке не стоит сейчас идти. Может быть, на пикапах на самом деле такая ситуация, но мне в это трудно поверить. Опять же, если ездить на самом деле 24 часа в сутки, тогда да, тогда вы можете заработать. А если ездить по правилам и по нынешним расценкам, то это просто нереально. Я вам говорю правду, все как есть, и чуть-чуть я в другой стороне от тех блогеров, которые рассказывают, что здесь прям огромные деньги, и что люди отдыхают там в пятницу, субботу, воскресенье одни дома, и проезжают там по 2000 миль, и при этом зарабатывают там по $5000, но это просто чушь полная. Честно, я не верю и не знаю, кто так зарабатывает. Я общаюсь со своими друзьями, с приятелями, но нету ни у кого таких заработков. Постоянно то ли недосып, то ли где-то переехал, то ли где-то время закончилось и едут там как-то обманывают. Поэтому, не знаю, не верьте. Все приходит на своем опыте, поэтому как только вы придете по этому бизнес, вы сами все поймете. Главное, не молчите, просто говорите, что этот бизнес прям такой финансово прибыльный, что стоит сюда всем идти, потому что на самом деле все идут и все уничтожают этот рынок. Поэтому, что еще хочу сказать? Спасибо вам большое за поддержку, спасибо за просмотры, за комментарии. Вот. Дальше видео будут тоже, но не знаю в каком русле. Что будет дальше? Будет какая-то другая работа, может быть, про это буду снимать, может быть, какие-то поездки. У нас намечается поездка в горы, на покатушки, лыжи, сноуборд, поэтому обязательно сниму видео про это, сколько что стоит, сколько стоит аренда, где стоит снимать жилье, где нет, сколько стоят сами горки, аренда, лифт и все такое. Вот, всем спасибо, всех с наступающими праздниками, всем добра, всем здоровья, любите друг друга, не забывайте друг друга, и все обязательно наладится. Всем добра, спасибо.